Друзья, всем привет! Сегодня вы увидите заключительную третью часть вот таких наших трехдневных съемок. У нас получилось сделать достаточно большое доброе дело. Это мы помогли Ларисе Юрьевне, навели порядок в ее доме, на ее территории. Мы узнали, какие страхи у Лизы. Все это вы можете видеть в наших предыдущих двух выпусках. Этот выпуск будет посвящен работе над страхом Лизы. И в конце вы увидите, что у нас получилось. После просмотра этого ролика напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам вот такой формат мини-сериала. Либо же нам нужно было просто смонтировать все в один часовой выпуск и его выложить. Нам очень интересно почитать ваше мнение. Прямо сейчас мы начинаем. Привет! Ну что, как у тебя дела? Хорошо. Вот. Сегодня, правда, болела голова, но я выпила обезболивающее и все. Сейчас не болит? Сейчас нет. Вот сейчас все хорошо. Выспалась? Да, у меня выспалась. У нас на 9 утра не получилось, там вот мы перенесли сейчас на вечер, поэтому отдохнула уже такая более полная сил. Уверенная. Да, поэтому поехали, сейчас нас уже ждут. Алиса, помнишь, когда мы с тобой сидели на лавочке, да, и обсуждали твои страхи, ты говорила, что у тебя были случаи, да, конфликтные, когда там тебя обижали и прикладывали руку. Сегодня мы приехали в то место, где тебя будут учить самообороне. Вот, то есть ты сейчас обучишься первым базовым навыкам. Сейчас будет индивидуальная тренировка с тренером. И если тебе понравится, ты можешь потом ходить на групповые занятия, соответственно, улучшать свои навыки. И чтобы, конечно, в будущем, первое, никогда не нужно лезть в драку, да, если, конечно, до этого дойдет, чтобы ты могла себя защитить. Интересно? Да. Пойдем. Познакомим тебя с тренером и начнешь тренировку. Здравствуйте. Добрый. Я Игорь. Да. Это Иван. Это вот Лиза у нас. Очень приятно, Лиза. Игорь, а можете вот рассказать про то, чем вы занимаетесь, да, там, сколько вы этим занимаетесь, какими видами единоборств, да, вы учите, кого вы учите, вот как это все проходит у вас? 7 лет меня отдали в школу единоборств. И в процессе своей жизни я много сменил направлений. Нашел себя в 27 лет, нашел вид спорта в достаточно таком уже зрелом возрасте, где и добился успехов. Выиграл 2 чемпионата Европы, стал чемпионом мира. Но это по сей день воспитал около 20 детей, которые занимают призовые места на самых крупных международных турнирах. Есть и победители Европы, и победители мира, первенства. Акцент делал на детей, душа лежит больше детям. Взрослые к вам приходят, взрослые могут тренировать? Например, вот если я захочу. Да, пожалуйста, самый возрастной ученик, ему 60 лет. Ого. Ну, я так понимаю, вы сейчас поговорите, потом будет разминка, да, и какими-то первыми базовыми навыками начнете обучать. Самооборона, то, что необходимо, в принципе, в повседневной жизни, и что должен уметь каждый человек, тем более человек женского пола, то есть постоять за себя где-то в каких-то случаях, сорвать захват, еще что-то. Привели, можно сказать, самый крутой вид спорта. На себе это все прочувствуешь, но ничего страшного нет, и постепенно, планомерно, попробуйте познакомить с этим боевым видом единоборства. Вторая жизнь, на самом деле. Есть одна жизнь, где семья, социум, а есть и спортивная семья, где мы все общаемся, болеем, переживаем друг за друга, помогаем по жизни. Вот, идти вперед, добиваться намеченных целей. Если у тебя, допустим, какие-то страхи, переживания, что у тебя там где-то что-то не получится, еще вот что-то, можешь поделиться? Ну, если не получится, я заново попробую. Заново попробуешь, да? Сразу скажу, что получаться сразу не будет ничего, да, это нужно постоянно падать, постоянно делать ошибки какие-то. Ну, падать во всех смыслах придется. Жизнь, она тяжелая штука, да, вот сама знаешь, что и она подкидывает нам много трудностей, и быстротечных, и долгоиграющих, и как мы с этим всем справимся, да, проиграем мы в этих играх. Ну, отнестись нужно это как к игре, и в любой игре есть победитель и проигравший. Победим, хорошо, поставим новые цели, вершины перед собой, пойдем к ним, проиграем. Тоже ничего страшного, научимся, увидим свои ошибки. Вот, ну,
А в этом нам как раз поможет и вид спорта. Она, во-первых, самокритична, она поправляет себя, говорит, нет, я переделаю это, ничего того. Это очень хорошее качество для спортсмена. Молодец. Хорошо, и встать все схватывает на лету, если учесть, что она ничем не занималась. На самом деле поединок техники состоят из маленьких таких нюансов, которых нужно уделять внимание. Если этот нюанс мы где-то упустили, это как буква в слове, то есть уже техника не будет работать. И она пытается в этом разобраться уже. Вот букву пропустила, она заметила сама это и исправила это. Мы с тобой сейчас научились правильно падать на спину, правильно вставать, да, как это нужно делать в поединке. Сейчас мы с тобой поучимся избавляться правильно от захвата. Нам нужно выдернуть руку. Если человек сильный, мы будем так пытаться тянуть, у нас ничего не получится. Мы всегда освобождаемся в сторону большого пальца. Держи, держи, держи. Если вниз, сколько тут пальцев? 4. Вряд ли отсюда смогу освободиться. Здесь всего 1 палец держит. Значит, в сторону этого пальца я и буду высвобождаться. Оп, сразу в стойку. Да? Давай вот так. Есть очень много захватов, когда нас хватает не за руку, а бывает за корпус. Так. Угу. Вот у нас с тобой остались 2 руки. Одну руку мы сюда на позвоночник, а вторая рука, смотри, вот где нос. И мы его вниз чуть-чуть вот так опускаем. Понятно? Это за подбородок. Вот. Давай, давай, за нос. Да. Вот. Бум. Еще один. Еще раз? Ну, конечно. Угу. Отлично. Контрольный. Хоп. Наверх. Зашагнула. За ноги, да. И вот. Только смотри. О, хорошо. Также у нас есть захваты за шею, да, когда нас хватает. Ситуацию рассмотрим. Тебя взяли за шею, прижали к стене. Подбородок прижимаешь вниз, берешь за локти и меняешь местами положение. А потом его... окей. Легко. Раздел Self-Defense мы изучаем только как бы на первоначальных этапах. Дальше, когда ты начнешь заниматься, уже делать сложные техники из джиу-джитсу, тебе вот это разделы уже не понадобится. Ты уже приобретешь силу, ловкость, выносливость, скорость, ты уже станешь грозным, опасным оружием, да, за которое, конечно, нужно нести ответственность. Игорь, спасибо вам большое. Вы вот прям человек с большой буквы, профессионал своего дела. И видно, насколько вы вот любите то, чем вы занимаетесь, и насколько вы грамотно все это преподносите, особенно ребенку. Да, взрослый не каждый может понять. А вы сегодня доносили так, что вот Лиза разбиралась, и у нее очень хорошо получалось. Лиза сама молодец. Лиз, тебе как? Рассказывай. Это круто. Я обязательно еще схожу в групповой, хочу еще познакомиться с девочкой, то есть со всеми абсолютно. Может, найду общий язык с ними и, то есть, тренироваться, уметь защищать себя, но это круто. Может быть, дадите какие-то от себя советы, вот которым вот вы могли бы дать молодежи, то есть в плане спорта? Ну, первый совет: не доводить, конечно, до конфликтных ситуаций, уметь чувствовать обстановку, читать ее правильно. То есть тоже опыт, этому нужно учиться. Всегда, чтобы у молодых людей была уверенность за сказанное свое слово, потому что за него в наше время нужно отвечать. Для этого нужно заниматься спортом. Это очень важно для молодого человека, да, не только для молодого человека в наше время. Быть сильным, ну, в первую очередь даже, чтобы за свое слово постоять, сказанное. Уметь выразить свою точку зрения. Спасибо. На нашем канале есть функция спонсорства, которая помогает в развитии нашего канала. Мы будем вам очень благодарны, если оформите подписку на спонсорство. Благодаря этому мы сможем делать больше добрых дел. Спасибо вам большое. Лиз, ты видишь, куда мы приехали? Да. Вот, сейчас выберешь, что ты хочешь. Надо подкрепиться, да? Бургеры, что хочешь, выбирай. Маме такая очень сильно понравилась, я хочу взять. Господи, это так вкусно. Особенно после тренировки, да? Угу. И горячая картошечка с ой. Я буду. Угу. Ой, вкусно.
А так тут еще и соус такой. Вредная еда всегда вкусная. Вкусно. Лиз, ну что, наши 3 дня пролетели как один, да, все очень быстро, много событий, много всего произошло за эти дни. Я очень надеюсь, что ты сделала какие-то для себя выводы, да, что-то осознала, что-то новое для себя открыла. Я очень хочу, чтобы ты вот максимально, да, которое время мы с тобой проводим, чтобы ты максимально впитывала, да, все то, что мы тебе даем, то, чему мы тебя стараемся обучить тебя, да. Спасибо вам большое. Потому что наша история потихоньку подходит к концу, Я понимаю. и вот мы хотим, чтобы, да, максимально тебя подготовить вот к твоей будущей взрослой жизни, чтобы не просто, да, ты вот, если мы с тобой на первом этапе, да, распрощались, когда твою мечту исполнили, ты бы, ну, со многими вещами бы еще не знала, ну, как дальше действовать. И мы вот хотим максимально тебя вот ко многим вещам тебе подготовить, да, это вот и занятия спортом, и Чтобы я к ним приучилась. да, чтобы ты какими-то навыками обладала, чтобы ты чего-то не боялась. Это и общение с Надеждой. Твой ум, он структурирует, да, она расширяется, и она вот тебе помогает в многих моментах. Спасибо тебе большое за то, что ты сама вот, да, идешь навстречу этому, не отказываешься, да, потому что многие бы, не многие бы, а, наверное, некоторые люди бы воспринимали это как должное, да, что, ну, там, сделали, а ты стараешься максимум, да, вот из того, что мы для тебя преподносим, да, чтобы ты максимально это все впитывала. Потому что для меня это пригодится, я это все прекрасно понимаю. Если, вот, допустим, вот я бы относилась, например, вот как должное, я бы не сделала определенные выводы и не шла дальше. А вот благодаря вам, то есть я делаю выводы и буду идти дальше к своей цели. Вот, например, свозить маму на море. Лиз, и перед уходом у нас есть для тебя еще один подарок. Опять подарки. Да, но этот подарок очень полезный. Вот, Лиз, я думаю, ты, наверное, догадываешься, Да, что это? книга. Да, это книга. Я Открывай. представляю, о чем она. О чем? О речи. Нет. Нет? «Думай, богатей». Классика духовной литературы, мировой бестселлер. Да, Лиз, это книга Наполеона Хилла «Думай, богатей». Это как раз о том, что все наши мысли, они материальные. И эта книга максимально об этом все рассказывает и показывает. Почему я решил подарить тебе эту книгу? Это книга, с которой начался мой путь саморазвития. Мне было примерно как тебе, когда мой друг Влад пришел ко мне в гости, ему подарили эту книгу. И вот он мне дал ее почитать. С того момента во мне начали вот как и зарождаться какие-то мысли, да, улучшать себя, развиваться, не стоять на месте, да. И мне просто захотелось вот, да, то, что я в том возрасте получил, передать это немножко тебе. И эта книга на самом деле тебе очень сильно поможет. И это будет твой старт. Спасибо. Приятные воспоминания. Пожалуйста. Спасибо большое. Я сегодня приду, буду читать. Хорошая, правильная книга. Да. Для меня она будет самое то, потому что мы уже говорили об моей цели, и то, что я буду действовать по этой книге и читать. Буду свой путь саморазвития начинать. Это круто. Спасибо большое. Пожалуйста. Маме передавай большой привет. Угу. Вот, передай вкусняшки, которые мы Да. взяли. Угу. Мы вместе будем с ней читать. Да, читайте вместе. Все, давай, увидимся тогда. Хорошо, до встречи. Спасибо еще раз вам Пожалуйста. большое. Друзья, я думаю, вы, наверное, вот в сегодняшнем выпуске увидели, насколько вот Лиза, да, если сравнить ее с первыми нашими выпусками, как она уже стала перерождаться в совершенно нового человека, с новыми целями, с новыми эмоциями, с новым настроением и настроем на дальнейшую свою жизнь. Лиза нам помогла очень сильно в помощи Ларисе Юрьевне. Мы там провели целый день и даже полночи. Все, конечно, устали, но были очень довольны проделанной работой. И самое главное, это результат, который у нас получился. Это абсолютно чистый и просторный двор, это чистота в доме и порядок в нем. Решили проблему с освещением во всем доме Ларисы Юрьевны. Я надеюсь, в ближайшем будущем мы доделаем вот все моменты, которые нам остались. Она продаст свой дом
и переедет в какую-то студию, где будет жить долго и счастливо. Для Лизы и для ее мамы у нас приготовлено еще несколько сюрпризов. Это будут финальные сюрпризы, финальный наш выпуск. Конечно, с Лизой и с ее мамой мы будем продолжать общаться, будем держать связь. И, возможно, даже Лиза будет принимать с нами участие в каких-то новых выпусках, где нам будет требоваться ее помощь. Это все вы увидите уже совсем в других выпусках. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, проверить, стоит ли у вас колокольчик. Я вам всем желаю всего самого-самого хорошего. Увидимся с вами в следующих выпусках. Пока. А прямо сейчас можете посмотреть другие видео, которые высветились перед вами на экране. Увидимся в следующих выпусках.